Чао! В этом подробнейшем видеообзоре распакуем репродукцию, а точнее Reproduction Лагуны Блю, которая вышла в 2024 году. Не могу поверить, что моя мечта осуществилась, и я держу базовую монстряшку. Но это просто невероятно. Так она еще и ровненькая. Обязательно пишите, нравится ли вам такой формат. Итак, Лагуна Блю — это дочь морского монстра. Ее питомец Нептуна является милой розовой пираньей с острыми зубками. Отличительной иконкой монстряшки является черепок с плавниками. Справа сверху символ пузырьков. Еще есть изображение кассеты. Сейчас Лагуна слушает микс на ее день рождения 10 июня. Сама коробка куклы имеет необычную, узнаваемую форму и состоит преимущественно из черно-бирюзового картона с принтом чешуи. Она стилизирована под папку со скошенным краем в виде гробика, поэтому Лагуна словно лежит в нем. Кстати, коробка репродукции отличается от оригинального выпуска 2010 года. Как же это было давно. Найдите все отличия. Повсюду изображены звездочки, морские коньки и цепи с подтеками. Давайте распакуем куклу и посмотрим на задник лучше. Лагуна говорит нам, что ее жизнь как открытая книга. Значит, мы можем почитать ее дневник. На обложке оставлено сообщение. Эй, если ты нашел этот дневник, то, пожалуйста, верни его мне, когда прочитаешь. Вот все страницы дневника. Кстати, есть сайты, где автор публикует сканы этих дневников. Оставил для вас ссылку в описании. А в конце анкета Лагуны Блю, которая чуть подробнее, чем с другой стороны коробки. Там же изображен арт Лагуны в движении. Сверху написано: встречайте ужасно модных детей-подростков, самых известных монстров мира. На черном фоне еле видны символы других монстряшек из этой волны. Очень мило, что снизу изображены Клодин, Фрэнки, Дракулаура и снова Лагуна. Кстати, здесь они без своих питомцев. Рядом еще одна кассета с надписью «Микс большой с карьерный риф». Это название мультфильма, в котором все события проходили под водой, а монстряшки превратились в русалок. Это был последний фильм первого поколения. Сбоку коробки та же Лагуна и надпись Monster High, которая смещена в бок. Это не очень эстетично, girl. Ниже черепок школы монстров. Еще заметил надпись «Будьте страшно уникальными, монстры» наверху коробки. Раньше там было пластиковое окошко. Наконец, я впервые держу базовую Лагуну. Это, в принципе, моя первая репродукция Monster High. Как уже писал в своих соцсетях, я буду распаковывать и других кукол, но Лагуночку я решил распаковать самой первой, так как она была любимой куклой моей подруги, которая всегда поддерживала меня и привила мне любовь к этому бренду. Спасибо тебе, Лика. В отличие от репродукции 2022 года, лицо Лагуны больше похоже на первый выпуск.
Ее глаза словно как у рыбки. Тени с перламутровыми блестками. Есть милые синие веснушки, перламутровая розовая помада с более темным контуром. Молд головы куклы такой же, какой был 10 лет назад. Нос слегка приплюснут, а уши в форме плавников. У Лагуны необычные перепончатые пальцы, а еще на руках и ногах есть плавники. К слову, только плавники на ногах могут быть откреплены. На самой ноге есть незаметная неровность, так что, это не критично. Вся пастельная кожа куклы красиво переливается. Лагуна Блю – лидер плавниковой команды школы монстров, поэтому у нее спортивный образ. Как она сама написала в дневнике: «Мне всегда нужно быть готовой к игре в волейбол или к серфингу». Period. На капюшоне толстовки с принтом чешуи есть ушки-плавники. Это очень мило. Еще есть имитация молнии. Розовый топик, тоже с рисунком чешуи и пузырьками, по правде является купальником с ленточкой сзади. Под спортивными блестящими мини-шортиками с имитацией карманов прячется голубая сетка, пришитая к купальнику. Тапочки Лагуны на платформе, поэтому я уверен, что в них она раздает тотальный slay every day. Золотые аксессуары начинаются с изящных сережек и бус с морским коньком, а заканчиваются браслетом с огромным вырезом. Сумочка Лагуны вообще что-то сумасшедшее, ведь это аквариум для Нептуны. То есть со своим питомцем монстряшка никогда не расстается. Образ Лагуны очень гармоничный и милый, но пора поговорить о ее волосах. И это разочарование. Конечно, прическу куклы вообще не сравнить с промо-фотографией, поэтому я сам все сделаю. Как можно увидеть, кончики волос немного пушатся, прошивка нормальная. Мне кажется, что слишком густая прошивка волос на куклах создает лишний неестественный объем. Для укладки использую кондиционер и горячую воду. И да, я не мастер, поэтому я буквально переделал все 3 раза. Зато вот такой результат. И вот такой беспорядок. Давайте сравним Лагуну с Laguna Fire из моего видео со спасением коллекции Freaky Fusion. У меня просто вообще нет лагун, так что только так. Зато у меня есть Gina Fire, которая сейчас, не в лучшем виде, но теперь наглядно видно, как слились монстряшки в Laguna Fire. А вот если вы не подписаны на мои соцсети, то вы даже не знаете, что ко мне пришло несколько посылок из Америки с остальными репродукциями Monster High, которые распакуем в других обзорах. Поэтому увидимся в следующем видео. Чао!